данном уроке мы рассмотрим торговлю, используя осцилляторы Stochastic и RSI методом дивергенции. Выставляем Stochastic с периодами 8, 3 и 3, применить к цене максимум относительно цены минимум. И также берем RSI с периодом 14, применительно к цене закрытия. Работаем с часовым графиком и будем искать дивергенцию. В данном случае мы видим, что на графике цены следующее донышко лежит ниже предыдущего, а на графике осциллятора следующее донышко лежит выше предыдущего. Это является дивергенцией, и это и есть сигнал на покупку. Выставляем стоп-лосс на уровне 50 пунктов и покупаем. Цена прошла в нашем направлении некоторое количество пунктов, в данном случае 39. Мы видим, что возникла новая дивергенция, поэтому закрываем позицию и ждем, как будет развиваться следующая дивергенция. В данном случае мы видим, что следующий пик на осцилляторе ниже предыдущего, а следующий пик на графике цены выше предыдущего. Это есть дивергенция, и это есть сигнал на продажу. Мы выставляем стоп-лосс на уровне 50 пунктов и продаем. Цена прошла в нашем направлении некоторое количество пунктов. Чтобы себя застраховать, мы модифицируем ордер стоп-лосс и выставляем его на уровне минус 50. То есть забираем себе 50 пунктов прибыли. Сработал наш ордер стоп-лосс, мы получили 50 пунктов прибыли и ждем дальнейших сигналов. Пока у нас не наблюдается никаких сигналов, но вот здесь мы видим, что следующее донышко на графике цены, последнее донышко, лежит ниже предыдущего, а на графике осциллятора следующее донышко лежит выше предыдущего. Это есть дивергенция и сигнал на покупку. Мы выставляем стоп-лосс на уровне 50 пунктов и покупаем. Цена прошла в нашем направлении некоторое количество пунктов. Мы переносим ордер стоп-лосс на линию безубыточности, то есть на уровень, там где мы купили, и ждем дальнейших развитий событий. Цена демонстрирует признаки разворота, поэтому мы закрываем нашу позицию с небольшой прибылью. Ищем дальнейшие сигналы дивергенции. В данном случае мы видим, что следующий пик цены лежит выше предыдущих, а на графике осциллятора следующий пик лежит ниже предыдущего. Это и есть сигнал на продажу, дивергенция. Мы продаем и ждем развития событий. Цена незамедлительно пошла вниз. Дабы себя застраховать, мы модифицируем наш ордер, выставляем стоп-лосс на уровне минус 70 пунктов. То есть подтягиваем стоп-лосс и ожидаем, как себя поведет цена в дальнейшем. Мы видим, что цена демонстрирует признаки разворота. Появилось две белые бычьи свечи. Мы закрываем нашу позицию и ждем дальнейших сигналов. В данном случае мы видим, что пока сигналов у нас нету, продолжаем наблюдать за ценой.
Здесь мы видим, что следующий пик лежит выше предыдущего на осцилляторе, следующий пик лежит ниже предыдущего. В данном случае это сигнал на продажу. Мы продаем и ожидаем, как себя поведет цена. Сработал наш ордер стоп-лосс. Мы получили убыток в 50 пунктов. В данном случае мы поставили стоп-лосс слишком близко. То есть у нас возникла дивергенция, поэтому мы попробуем еще раз продать. Поставим стоп-лосс немножко побольше, 70 пунктов, поскольку дивергенция до сих пор действует. Продаем и страхуем себя, переносим уровень стоп-лосс на уровень минус 20 пунктов. Модифицируем наш ордер. Поскольку цена продемонстрировала признаки разворота, мы закрываем нашу позицию. Продолжаем наблюдать за ходом цены и искать дивергенцию, расхождение между осциллятором и ценой. В данном случае мы видим, что следующее донышко лежит ниже предыдущего на графике цены, но донышко еще не совсем сформировалось. Вот здесь мы видим, образовалось донышко, которое лежит ниже предыдущего на графике цены, а на графике осциллятора это донышко лежит выше. У нас есть дивергенция, поэтому мы можем совершить сделку на покупку. Выставляем стоп-лосс на уровне 70 пунктов и покупаем. Цена начинает расти. Чтобы застраховать себя, переносим уровень стоп-лосс на линию безубыточности и продолжаем наблюдать за развитием событий. Мы видим, что цена вошла в узкий коридор. В данной ситуации мы не можем точно сказать, куда она продолжит свое движение из этого коридора. Поэтому, чтобы застраховать себя от убытка, мы закрываем нашу позицию с небольшой прибылью. В данном случае мы видим, что цена продолжила свой рост, но используя дивергенцию мы не могли этого спрогнозировать. Поэтому будем искать следующий сигнал. В данном случае мы видим, что следующий пик на графике цены лежит выше предыдущего. А на графике RCI следующий пик лежит ниже предыдущего. И на графике стохастика аналогичная ситуация. Следующий пик лежит ниже предыдущего. Это есть сигнал на продажу, дивергенция. Мы продаем, выставляем уровень стоп-лосс 70 пунктов и ожидаем развития событий. Цена пошла вниз, прошла 50 пунктов. Мы переносим наш уровень стоп-лосс в линию безубыточности, чтобы оградить себя заранее от убытка. И продолжаем наблюдать за ходом событий. Видим, что цена продолжила свое падение. У нас есть 121 пункт прибыли. Поэтому мы можем модифицировать наш ордер и поставить стоп-лосс на уровне минус 90 пунктов. То есть 90 пунктов прибыли будем иметь. Цена входит в небольшой коридор и продолжает свое падение. Чтобы застраховать себя, опять-таки модифицируем наш уровень стоп-лосс. Поскольку у нас 153 пункта прибыли, стоп-лосс мы можем поставить на уровне минус 130 пунктов. Цена продолжила падение. RCI и стохастик находятся глубоко в зоне перепроданности, поэтому мы закрываем нашу позицию с... Stream Forex, потому что время – деньги.